Всем привет! Спасибо, что смотрите мое видео. Подписывайтесь на мой канал, лайкайте, комментируйте. Также рассчитываю, что это видео будет очередной раз полезно вам и информативно. Двигаемся. Я поделюсь сейчас с вами экраном и расскажу об очень крутой штуке, которая позволяет увеличить продажи. И многие люди в бизнесе не применяют это, хотя это в разы проверено на себе, позволяет увеличить эти продажи. Распространенный достаточно продукт, банки отдельно выводят его в направление и продают. Это посткредитование. Один из видов экспресс-кредитов, представляемых прямо в точках продаж. Если у вас есть интернет-магазин, который продает бытовую технику, товары, мебель, одежду, или это онлайн-школа, вы продаете курсы, я, кстати, на онлайн-бизнесе это испытал, вы внедряете посткредитование на эти продукты. Вы можете продавать в двух направлениях. Это когда покупатель оформляет кредит и платит банку проценты, или когда покупатель берет на ваш товар рассрочку, но этот процент сразу списывается с вас. То есть вы платите, грубо говоря, за этот кредит. Это все кредит. Но в рассрочке удобно для клиента, что он ничего не оплачивает. Как стоил товар, например, 100 рублей, он просто его платит в разбивку там 3-4 месяца или 6 месяцев или 12 месяцев. А если это кредит, то, конечно, бремя процента ложится непосредственно на покупателя. И он плюс к 100 рублям оплачивает издержки банка за пользование и представление этих услуг. Рассрочка для покупателя, где платит бизнес, она может быть разная. Ее устанавливает непосредственно сам бизнес и договаривается об этом с банком. Какой месяц, да, на какое количество месяцев будет указана эта рассрочка. Например, 3 месяца– это 5% средняя процентная ставка, 6 месяцев– это будет 6-7%, 12 месяцев– это порядка 14-13%. Но самая дорогая– это, конечно, 24 месяца, это более 20% ставка. Многие бизнесы не применяют этот процент рассрочки, а в основном используют 3 и 6 месяцев для покупателя, так как, представьте, суммы за 24 месяца банк спишет с вас одновременно порядка там около 25%. Конечно, это не особо удобно и не особо выгодно для бизнеса. Плюс очередное, что это два условия для ваших покупателей. Они должны быть совершеннолетними, оформление происходит по паспорту, не обязательно быть с какой-то пропиской, там, Москва или Санкт-Петербург, нужно быть гражданином Российской Федерации, грубо говоря, резидентом. Суммы, от которых стартуют банки и представляют онлайн-кредитование без оформления документов, то есть им не нужно никуда ехать, вот они сидят там у себя в далеком краю или там на море купаются, они оформляют это все онлайн. Они хотят купить онлайн-курс, они заходят на сайт ваш сайт интегрирован с банком, они нажимают кнопочку оформления в рассрочку или оформление в кредит и переходят на страницу банка, где банк просит их заполнить заявку. Они заполняют там заявку, суммы варьируются от 3000 до 300 тысяч. Выше банки в основном не предоставляют. 300 тысяч и то редкость, это в районе, наверное, стандартная сумма до 150 тысяч. У каждого банка это свои условия, вам нужно обязательно узнавать конкретно детали. Плюсы для бизнеса. Это быстрота оформления для покупателя. Это очень важно. Покупатель вот горяченький, он здесь на сайте, он хочет купить, ему не нужно никуда идти, он просто нажимает кнопку в один клик, 5 минут, и он ваш. Прескурант на сайте уменьшаем на сумму кредита. К примеру, продукт у вас стоит 100 тысяч рублей, я не знаю, там какие-нибудь онлайн-курсы или еще что-то в этом роде. И вы рассчитываете среднюю процентную ставку, да, насколько вы даете или рассрочку, или кредит, и указываете ту сумму, знаете, как психологическая цена. Стоит продукт 100 тысяч, а вы указываете, что
в кредит он будет для вас стоить порядка, я не знаю, в месяц, ну, пускай 10 тысяч рублей. И при этом 10 тысяч рублей вам окупится, это тоже можно продолжать всегда в продажах, вам окупится там в течение полугода, так как вы обучитесь, получите дополнительное образование, если это к онлайн-бизнесу относится. Ну или предметом каким-то мебели, телевизору или всему остальному, это то, что у людей сразу это будет техника, которая будет удобная, которая позволит им продолжать комфортную жизнь. Соответственно, нужно обязательно при подключении этого посткредитования уменьшить свой прайс, ну, уменьшить его психологически с точки зрения маркетинга, чтобы люди видели, что вот в кредит и в рассрочку можно купить очень по низким и интересным ценам. Посткредитование не нужно открывать для этого расчетный счет в банке, это вообще отдельный продукт. Многие банки пытаются предложить бизнесу сразу: откройте у нас расчетный счет, или как-то вуалируют. Помните, не нужно открывать дополнительных продуктов, расчетных счетов, корреспондирующих или еще что-то в этом роде. Только оформление конкретного посткредитования. У вас может быть счет вообще в каком-то другом банке. Вы ваш этот другой банк подсоединяете к этой схеме. И банк, который предоставляет посткредитование X, к примеру, а у вас расчетный счет в банке Y, вот банк X переводит деньги непосредственно в банк Y. И все. Никаких трат от вас это не требует. Если у вас будет подписаны документы с этим банком, который предоставляет посткредитование, то никакого времени и никаких трат от вас не потребует. Далее, оперативная интеграция банка с вашим сайтом. Это происходит достаточно быстро. Единственное, у банка требует времени подготовка первичных документов на ваше юридическое лицо. Ну и, соответственно, посткредитование не могут оформить самозанятые или просто как физические лица. Это может быть от ИП и другая правовая форма, ООО, ЗАО и так далее. Но, повторюсь, это очень удобно и увеличивает продажи. Если у вас сейчас бизнес находится на самозанятом или просто как на физлице, вы когда поймете, что вы начинаете подниматься, раскручиваться, обязательно переводите компанию на ИП и подключайте посткредитование. Я проверил это на себе, действительно в разы увеличивает продажи. Следующий плюс для бизнеса – можно начать настроить чат-бот с привязкой к банку для оперативной покупки. Это делается в Телеграме. Я по Телеграму вообще посвящу отдельное видео. Отлично помогает в бизнесе Телеграм. Можно настроить чат-бот. У вас есть группа из ваших заказчиков. Вы, к примеру, продаете там пиццу или продаете одежду или обувь. Вы делаете им рассылку, говорите: вот у нас появилась там новая коллекция, или у нас скидки, или еще что-то в этом роде. Покупайте. И в этом же чат-боте в Телеграме сразу можно купить и оплатить или в кредит, или в рассрочку. Это тоже увеличивает продажи. Очень удобно. Дополнительно посткредитование нужно применять э, аккуратно именно в премиум-сегменте. То есть средний сегмент, да, или комфорт, это вот отлично работает. Но в премиум-сегменте нужно быть очень аккуратными. Вряд ли вы будете в премиум-сегменте представлять какое-то кредитование именно, но рассрочку можно предложить, чтобы люди там не выводили деньги из бизнеса. Например, у вас дорогой продукт, вы продаете путешествие, и это путешествие стоит приличных денег, не знаю, там 1 000 000 рублей, групповое путешествие. Его можно продавать в рамках клуба привилегий в рассрочку, например, полгода. Это будет очень удобно покупателям и удобно для бизнеса. Деньги можно получить сразу от банка, и не нужно ничего морозить и ничего откладывать. Также кредит
больше зайдет, наверное, не для премиум какого-то сегмента, а для бизнеса и комфорта. То есть, ну, а рассрочка, я думаю, оптимально будет для все-таки бизнеса и премиум, и для комфорта. Если у вас есть еще какие-то вопросы, обязательно комментируйте, ставьте лайки и подписывайтесь на меня. Буду рад вас видеть и общаться с вами. Пока-пока.